Легкая атлетика в Италии. Дайте-ка я очечки-то накину, чтоб рассмотреть, так скажем, более точно. Ну что ж, ребята, всем здравствуйте, всем привет, Ютубу здравствуйте. Ну что ж, легкая атлетика в Италии. Юрий The Professional, канал, который мы совсем недавно нашли, но который вам очень зашел. Подача и вообще контент очень-очень годный. Юрий The Professional, спасибо за контент, ссылочку оставлю как внизу в описании. И напоминаю всем, ребят, что не забывайте подписываться на канал. Прожми колокольчик и подпишись. Уж не поленись, там 2 секунды прожать. Больше ничего просить в этом ролике не буду. Давайте посмотрим на легкую атлетику в Италии. Все наше внимание приковано к 200 метрам дистанции. Итальянки, легкая атлетика. 8 девушек бегут 200 метров. Ровно то расстояние, которое сжигает калорий от мини-пиццы. Так, Ариана Батистелла, прыгунья в длину. Явно она из Венеции, там по-другому дорогу-то не перейти. Далее Ира Харассер, 20 лет, харасит. Следующий за ней идет Элиза Визентин. Выступает в большом теннисе, 33% побед. То есть шары может и отбить. Есть Инстаграм. В желтом Киара Герарди из спортивной команды итальянской полиции. Как будто бы перед забегом сбросила вес. Но может его кому-нибудь подкинула. Следующая Далия Кадари. На Олимпийских играх взяла серебро за 200 метров. Дважды чемпионка Италии в 20 лет. По идее, должна обогнать всех сегодня. За ней стоит Элеонора Риччи. Глядит на чемпионку впереди с интересом. Видно, что задумалась крепко. Может поменять диету, слезть с сосисок. Полезнее. Синяя Илария Акаме. Держит себя в руках, видно, стоит с трудом. У нее нет инстаграма, что, конечно, зря. И зеленая Бенедитта Бариани, 20 лет, серьги не сняла. Ну не знаю, это все-таки лишний вес. Вот мы видим... Знаете, я так люблю спорт. Кто любит спорт, кстати, напишите тоже в комментариях, какой любите. Я еще, знаете, что женский, вот этот вот, когда они вот это вот, вот это вот мячик через сетку перекидывают, забыл, как называется. Очень хороший. Пример не лишнего веса. Полезные мышцы для бегуньи. Я слышал, сапоги с высокими каблуками хорошо качают ягодицы. Да не теннис, а мячик руками, когда перекидывают, типа волейбола или как-то. А Италия это уже один большой сапог с каблуком. В принципе, понятно, откуда у них такое. И мужчин можно понять, кто там каблуком стал. Девушки готовятся к забегу. Мировой рекорд на 200 метрах. 21 секунда. Так что закончить тут можно довольно быстро. Ракурсы, конечно, операторы здесь берут. Я, конечно, не могу удержаться. И скажу вам следующее. Что моя, так скажем, вторая половина... Я когда в нашей спортивной школе бегал тоже немножко, я-то 60 бегал, а она кандидат мастера спорта 300 с барьерами. Я, знаете, влюбился с первого, дубля. Вы знаете, какие у них батоны, они же булки. Они, особенно когда бегут, весь стадион встает, вообще в принципе. Так что, девочки, занимайтесь спортом. Люблю больших, люблю бомбастых, люблю больших и коренастых, люблю толстух, ох, чтоб все на складках. Специфически, не стесняясь абсолютно. Мы тут все серьезные люди, интересуемся олимпийским видом спорта. Все внимание, конечно, сейчас на Далию Кадари, олимпийскую медалистку. Но наглеть ей, конечно, нельзя. Желтая Герарди из полиции может арестовать ее за превышение скорости. Есть выстрел! Ради безопасности, кстати, стреляют не обычными патронами, а дробью с солью, чтобы придать участникам ускорение. Да, конечно, надо отдать должное. Бегут довольно быстро. Как в магазин в 22:57. Далее со значительным отрывом. На втором месте пока желтая Киара. Нет, уже обогнанной Элеонорой. И еще один обгон, 4-е место. Вся обида будет вымощена полицейской дубинкой по бомжам под мостом. Скорость Далии 30 км в час. Ходит расслабленно. Остальные вон там загибаются уже. Далее Кадари, профессиональная спортсменка. Поднимает руки для баланса, ее немного переезжает. Я, знаете, фирму New Balance не зря ношу. Назад. Результат показала отличный.
23:46. Да, неважно какие цифры, она вообще в принципе изначально показала отличный результат, который нам, кстати, очень понравился. На 2 секунды медленнее мирового рекорда. Молодец, у нее большое будущее. Время до замены мениска еще есть. Обнимается с Элизой Визентин. 2-е место, теннисистка. 3-е место заняла Элеонора Ричи, которая на старте стояла за Далей. Вот высокая Ариана Батистелла заняла последнее 8-е место. Это которая прыгает в длину. Надо было и здесь прыгать. Желтая Киара Герарди занимает 4-е место. Ну тут прям все как в жизни. Занятие спортом с красивой девушкой из 25-30 секунд. С Далей таки вообще 23, не больше. Все. Не с той ты стороны, Сережка, фоткаешь. Девушек, занимающихся таким видом спорта, надо не с того ракурса фоткать. Ох, не с того, сынок. Ну, видать, новичок. Все остальное время занимают какие-то подготовки, адские ракурсы. И в конце вот фотография на память. Ой, в слоумо видно, как у Киары локоть уводит в сторону. Значительно лучшая аэродинамика у Кадари. С этим видео мы постепенно становимся большими знатоками и любителями итальянской легкой атлетики. Великолепная форма, достигнутая на пасте и пицце. Доказано. Мы тоже в некотором роде итальянские легкоатлеты. Итак, дорогие друзья, а сейчас, наконец-то, И сейчас подпиваться такие ребята на диване, эти воины, эти диванные. Отметьтесь там в комментариях, кто, ребят, тоже мог бы, но не стал. Именно не впадлу, а просто как бы мог, но как бы... Ну, то есть, знаешь, как уступил место молодым. Давай уж это называть своими именами. покажу вам кое-что интересное. Смотрим через макролинзу. Раньше, чтобы оценить пластичность материала, когда не было макролинз, ученые сидели за лупой и также откусывали кончик. Вот на примере карандаша мы видим, что в целом нет обрезания. Все по сути ломание, только разных масштабов. Даже когда режешь бумагу, ты просто надламываешь ее. Просто тонкий слой дерева. Стальной Я, кстати, об этом не знал. Я был до последнего уверен, что все-таки режется она до конца. болт слишком длинный. Решили обрезать и его. Идет туговато. Держится до последнего. Но алюминий по сравнению со сталью должен как мороженое пойти. Один человек писал в комментариях, что заметил тут искры. Я пересмотрел несколько раз. Я не заметил. Ну там что-то отлетело, но может это кусок материала. Так, что еще есть? Средство для снятия краски. Работает на металле, на дереве. Раздевает довольно быстро. На стриптизершах не проверяет. Да ну хорош. Чё за гонево? Разъедает пластик. Лучше просто подождать. Видео, кстати, ускорено в несколько раз. И тут, внимание, эксперимент. Можно ли есть сосульки? Мы все узнаем из ТикТока, где, естественно, заново. Не, ну скорее всего, есть какое-нибудь средство. Можно в это поверить. Все проверят. Вода из-под крана, вода из озера, снег белый. И все разложили по тарелочкам с питательной средой. Что же будет? Вода из крана, вода из озера, снег грязнее. Фу, сосуля. Еще грязнее. И это были чистые образцы. Что же стало после питательной среды? Выросли колонии бактерий. Вот из озера. Вот в снегу еще больше. В сосульке же гигантское количество колоний бактерий. Не то... Я сейчас себя тут вспоминаю. Детство вспомнили, да? Когда, о, сосулька, смотри, какая большая. И нормально было. И там бактерии, не бактерии. Идешь, а что, не было ничего, денег не было на мороженое. Извините. Снежка вот так, вот так вот тут немножечко шлифанул и все. И дальше побежал играть, эту крепость строить. А все. И нормально так хрустел, да? Только вода, но и мясо. Внимание, важные новости не все знают. Спустя 3 года попыток, наконец-то, на пого-стике выполнили прыжок веры на 360 градусов, сальто. Невероятное достижение человеческой физподготовки и силы воли.
Единственный человек в мире, который выполнил сальто без удержания пого-стика в руках. Вместе с этой штукой в руках сделать кувырок гораздо проще. Два вопроса. Зачем? И... Да, второй вопрос. я А тоже трюкач сообщил, что самое сложное было после кувырка найти, куда приземляться вообще. Все в восторге и поздравляют атлета. А помните, там человек, кстати, помог с трюком? Ну, подал ему тренажер. Его тоже поздравлять не надо? Нет? Ну, хорошо. Так, значит, бабуля впервые в жизни пробует крафтовое пиво. Ищ. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Осталось еще немного. Вот для культурного обогащения реклама из Таиланда. Типа как из Японии, только Таиланд. Реклама старая и с перчинкой. Что это за реклама? И вот по столбу лезет темнокожий, да? В Таиланде по столбам и деревьям вот они лазят, да? Ну они каждый день же такое видят. В городах, там, в джунглях. Типичный Таиланд. Что это за кровать такая? Внешность обманчивая. Зубная... Осуждаю, производителей этой пасты. Вы конченые. паста Дарки, что переводится как негритос. Потом название сменили с Дарки на Дарли. Ну все, дорогие друзья, хронометраж успешно растянут. Что у него там за бутерброд такой? Спасибо, что смотрели. Желаю вам всем здоровья, добра, любви, процветания и, конечно же, денежных средств. Спасибо за внимание. До свидания. Бан. Бан!